Добрый день, дамы и господа, уважаемые коллеги и трейдеры. Среда, 11 января. Рад приветствовать всех на обзоре рынка криптовалют. Предлагаю по традиции подписаться на все мои информационные источники. Это YouTube канал, Telegram канал, ссылочки будут в описании. Предлагаю посмотреть сегодня на рынок с точки зрения индикаторного анализа. Это средние скользящие, а также индекс относительной силы, стохастик и MACD. Итак, приступим к анализу. Хочу посмотреть, как же закончился вчерашний у нас день на американском фондовом рынке. Вчера рынок достаточно позитивно отстрелил. Мы видим, что акции практически всех секторов закрылись в плюсовой зоне. Соответственно, это дало определенный толчок на рынке криптовалют. Давайте посмотрим на индекс доллара, который продолжает находиться в области нисходящего тренда, который начался от отметок 115 пунктов фактически, да, и в данный момент времени снижению индекса доллара способствуют всяческие повышения как товарных активов, таких как золото, нефть, а также индексов Dow Jones промышленного и S&P 500, ну, также NASDAQ идет вслед за ними. Мы видим в данный момент времени, что индекс доллара фактически стоит у своего сопротивления. Сопротивление находится на отметке 103,5 пункта. Если посмотреть на индикаторы, значит, в частности, стохастик находится в зоне перекупленности, что может нам говорить о том, что в краткосрочной перспективе индекс может начать разворот, и более детально это видно на 4-часовом таймфрейме. Мы видим, что фактически что индекс относительной силы, что стохастик, что MACD находятся в зоне перепроданности. Это дает основание полагать, что хотя бы какой-то краткосрочный разворот мы можем увидеть, какую-то коррекцию к снижению. Соответственно, это надо принимать во внимание, то, что это может оказать давление на рынок криптовалют. Более того, завтра в четверг у нас выходят новые данные CPI, потреб инфляции в Америке. Соответственно, волатильность на рынке появится. Какая она будет, мы узнаем завтра, но, по крайней мере, это надо держать в голове и учитывать. Мы видим, что промышленный индекс Dow Jones, который фактически подходит опять к своему сопротивлению в 34 500 пунктов, он находится фактически не так далеко от своего хая. Опять-таки, если смотреть по индикаторам, стохастик находится пока еще в зоне перепроданности. MACD уже развернулся в зеленую зону, ну и RSI чувствует себя достаточно неплохо, то есть есть еще порох для того, чтобы идти выше. Соответственно, это все продолжает давить на индекс доллара, ну, соответственно, падает индекс доллара, растет крипта. Давайте посмотрим, что у нас в данный момент времени происходит по S&P 500. Многие считают, что крипта коррелирует с этим индексом. Ну, есть основания такое полагать, но есть еще один индекс, который нельзя забывать. Это в том числе NASDAQ и Russell 2000. Это более высокорискованные активы, с которыми крипта имеет большее соотношение в корреляции. Значит, дневка. S&P 500 идет в нисходящем параллельном канале. Значит, если присмотреться на текущее сопротивление, то мы стоим фактически на 4-часовом сопротивлении, это MA200 и MA50 дневная. Область поддержки это MA20 неделька. Ну, соответственно, мы сейчас стоим у раздела, да, если S&P 500 будет закрепляться над этими сопротивлениями, то нас может ожидать поход, возврат в зону 4100 долларов. Да, у нас есть еще здесь трендовая линия, которая у нас сохраняет свое движение с хая. Но фактически, если S&P 500 получит разворот, ну, соответственно, это может дать какой-то дальнейший толчок для роста крипты. Если S&P 500 не устоит в этом ценовом значении, значит мы можем опять как минимум вернуться к нашей поддержке в 3770 пунктов. Но дальше уже следить надо за развитием событий. Значит, стохастик находится у нас на дневке в зоне перепроданности. MACD начинает показывать положительное значение, но RSI пока не перекуплен, не перепродан.
ближе, скажем так, к своей середине. На 4 часах у нас есть обратная ситуация. У нас стохастик находится ближе к зоне перепроданности. MACD, обратите внимание, начинает потихонечку заворачиваться вниз. Соответственно, это тоже косвенно намекает на то, что S&P 500 может пойти в коррекцию. Но опять-таки мы стоим на сильных сопротивлениях. Ну, соответственно, надо смотреть и учитывать это в своем анализе по рынку криптовалют. Давайте посмотрим, что у нас с доминацией USDT. Значит, доминация идет, как я и говорил в своем последнем обзоре, который рекомендую, кстати, просмотру, потому что там достаточно много уделил разволновкам по волнам Эллиота. То есть пока в данный момент рисуется у нас конечный диагональник. Не хватает пятой заходной волны роста, ну, соответственно, импульсного снижения по биткоину. Но вот мы стоим фактически у нижней границы и у нижней границы этого восходящего диагонального треугольника, который является последним финальным в рамках пятиволновой структуры роста. У нас есть поддержка, я сейчас покажу, откуда берет свою историю, то есть с самого начала. У нас есть поддержка в данный момент времени в виде 20-й недельки средней скользящей снизу, но опять-таки дальнейший тон движения этому инструменту доминации стейблкоинов будет оказывать, безусловно, как индекс доллара, так и сопровождающие товарные и фондовые активы. Значит, ну, смотрим, опять-таки наблюдаем для того, чтобы понимать, куда в моменте может пойти рынок криптовалют. Доминация биткоина. Значит, доминация идет также в рамках восходящего параллельного канала. Значит, данный хай можно рассматривать как пик точки 2. Ну, соответственно, я опять-таки в последнем обзоре говорил, что в целом совокупность факторов, которая может оказывать давление на весь рынок в виде снижения доминации USDT и снижения доминации по битку, может оказать сильный рост на рынке криптовалют. Соответственно, опять-таки, пока мы идем в рамках данного канала, то есть на нефти индикаторы, индекс относительной силы, мы видим, что находится в зоне перепроданности, соответственно, надо разгрузиться в рамках нефти. Стохастик, наоборот, показывает у нас движение в зоне средней линии, то есть не перекуплен, не перепродан. Но MACD пока движется, направляется вниз. Это на дневке. На 4 часах, если обратить внимание, то у нас обратная картина, то есть перепродан стохастик. RCI, индекс относительной силы, движется в рамках середины, то есть не перегружен этот индикатор. Но MACD пока переходит в зеленую зону. Соответственно, смотрим за показателем доминации. Пока выводы делать преждевременно. И давайте перейдем к графику самого биткоина, который я сегодня достаточно тоже дам интересные данные. Значит, если смотреть на дневке, у нас идет тот же финальный, как я считаю, диагональный какой-то треугольник. Фактически его можно рисовать по-разному, но не хватает заходного пятого импульса вниз. Да, все попытки пока пробиться вниз, они ничем не заканчиваются, ввиду того, что у нас снижается индекс доллара и повышается промышленный индекс Dow Jones и S&P. Но есть уже достаточно интересная картина на 4 часах. Значит, я заранее подготовил. Так, сейчас, секундочку. Значит, у нас на 4 часах вырисовывается достаточно интересная картина. Значит, если смотреть на индекс относительной силы, то у нас есть перекупленность на данном инструменте. Значит, по индексу относительной силы я сейчас предлагаю
посмотреть более детально этот момент. Значит, у нас есть восходящий клин, который может пробиться вниз. То есть у нас инструмент достаточно длительное время уже находится в зоне перекупленности. Об этом же подтверждает и стохастический осциллятор, который также находится в зоне перекупленности. И, соответственно, мы сейчас посмотрим на графике подобные ситуации, когда подобные клини приводили к какому-то рыночному развороту. Более того, уже есть определенная, мы видим, дивергенция на 4 часах на MACD. Соответственно, можно предполагать, что в ближайшее время по самому биткоину нас ждет определенная коррекция. Давайте посмотрим теперь на графике. Предлагаю посмотреть, что у нас теперь происходит на самом графике. 4-часовой таймфрейм в соответствии с теми расхождениями по RSI, которые у нас есть на индикаторах. Значит, биткоин сжимается в клин, который является, естественно, медвежьей формацией. Соответственно, лично я ожидаю какое-то коррекционное движение в область хотя бы 16 900 долларов. Там находится сейчас у нас основная поддержка в виде MA200, среднескользящий 4-часовой, и MA50 дневной. Соответственно, разгрузка индикаторов, она должна быть по-любому, хотим мы этого или нет. Стохастик находится также в зоне большой перепроданности. Соответственно, начинается уже там загиб определенной скользящей желтой сигнальной линии, поэтому вопрос коррекции на биткоине является просто на самом деле вопросом времени. Более того, если посмотреть на высоту основания этого клина, я думаю, она будет сходиться тоже в область уже 16 900 долларов. Поэтому за этим моментом надо смотреть, наблюдать. И, соответственно, лонги сейчас рассматривать достаточно, скажем так, неразумно. После коррекционного движения на рынке можно рассмотреть какие-то лонговые сетапы. Итак, посмотрим дальше, что у нас по эфиру происходит. Эфир находится на 20-й недельной скользящей средней, что является сильным сопротивлением. То есть это одна из самых сильных трендовых линий сопротивления, этот мувинг, о преодолении которого можно говорить о смене какого-то тренда. Но мы видим опять-таки 200-ка неделька, где у нас находится, это 1400 долларов. Преодолев, условно говоря, отметку 1350, можно мечтать о том, что эфир может пойти на 1400. Если мы будем закрепляться над этими уровнями, можно уже говорить о каком-то, по крайней мере, смене тренда. Но опять-таки, если посмотреть на 4-часовом таймфрейме, то у нас MACD уже переходит в зону заворота, это видно хорошо. Слабость определенная уже на рынке есть. Стохастик перекуплен. Индекс относительной силы показывает уже нам дивергенцию. То есть хаи, мы видим, понижается. График еще пока не стремится к снижению. То есть здесь у нас пики повышаются, на RSI пики понижаются. То есть, это говорит о том, что коррекция как минимум уже назрела достаточно серьезная, поэтому остается только дождаться ее реализации. Опять-таки, если посмотреть по линии сопротивления, если и будет какой-то заход, хотя я лично его не ожидаю, но даже если оно случится, то линия вот этого сопротивления остановит цену. Так, давайте посмотрим еще SOL. Значит, SOL поставил пятиволновку. На более коротком таймфрейме видно, что у нас сформировалась коррекционная волна А, которая вышла в коррекционную волну Б в виде медвежьего клина, и ночью мы выпали из него и сделали опять некое коррекционное движение, но опять-таки на короткие таймфреймы, там на индикаторы я уже не смотрю, а
4-часовик и дневка пока еще намекают на то, что инструмент может пойти на дальнейшую коррекцию в область ценовых значений, ну, до 50-60% и до вот этих мувингов от всего этого импульсного роста. Поэтому опять-таки смотрим, наблюдаем. Вот зона интереса для покупки соло. Давайте посмотрим криптовалюту Gala. Последние дни она тоже сделала большие заходные импульсы наверх. Но что мы видим в данный момент времени? У нас есть уровень сопротивления. Я сейчас включу мувинги, чтобы они немножко не мешали. Значит, линия сопротивления поставлена фитилем этой свечи. Мы видим, как на старших таймфреймах цена после подхода опять к этому уровню, он выступал сопротивлением, после пробоя был поддержкой. В данный момент времени мы пробили этот уровень, закрепляемся под ним, соответственно, все, что находится под этим уровнем, интересно для поиска точки входа в шорты. Соответственно, ну, этот уровень никуда не делся, и при подходе цены сюда, здесь, безусловно, самая интересная точка входа в шорт с коротким стопом вот за фитили этих свечей. По индикаторам, ну, часовик пока может разгрузить данную перепроданность, которая есть на инструменте. Но опять-таки это все надо рассматривать в купе движения с биткоином и в целом со всем рынком криптовалют. Но можно искать точки входа в шорт вот где-то на этих ценовых значениях и на этих отметках. Я думаю, что краткосрочную ситуацию я достаточно подробно объяснил и рассказал свое видение ситуации, поэтому все дальнейшее общение предлагаю производить в рамках телеграм-канала. Поэтому всем желаю хорошего дня, профита, удачи и пока.